Аж дыхание перехватывает. Угу. Не, сюда не надо. Всем здравствуйте, меня зовут Галия, я из Астрахани, я занимаюсь миопрессурой. Сегодня ко мне пришел Тимур, и мы проведем сеанс миопрессуры. Сейчас мы посмотрим по диагностике мышц, с какой проблемой нам работать, и приступим к работе. Так, можно. Угу. Угу. Немного у вас. Так, а здесь? Так, на плечи у нас плечевой сустав. Здесь немного у вас искривление, да? Больше Да, здесь конечно. зажато. Угу, поняла? Ложимся все. Сегодня проработаем грудной, поясничный, еще, конечно, поясничный. Основные проблемы в шее. Вот Шея болит? Да. Ну, знаете, шея у вас болит, здесь у вас немного... Сейчас я посмотрю. Вот, поясница здесь. Да, все остальное. То есть неправильное положение немного таза, соответственно, здесь и шея, потому что шея неправильно. Здесь уже как бы последствия, потому что еще пока не нашла триггер. Ну, покопаюсь. То есть основной запрос у вас сейчас болит шея, беспокоит, да? Ну, то есть ничего другое не болит. Угу. Из всего только с шеей проблемы какие-то бывают. По утрам. Вот немного искривления Есть позвоночника. сколиоз. Какой стоит степени? Да я Вот так оно, не вот здесь видел. у Ну, нас. первый, второй, да. Угу. Второй, да. Сначала мы разогреваем мышцы, чтобы не так было при работе болезненно. Терпимо, Тимур? Да? Комфорт? Нормально. Угу. Но хочу сказать, что у вас мышцы, да, есть проблема, но не сказать, что они у вас так как бы сильно забиты. Да, есть вот тяжи они у вас. Вы что-то делали? Ну, то есть, может быть, вы дома прокатываетесь. Нет. Ну, просто хожу на массажи, получается, регулярно. Ну, вот эту роль, наверное, и сыграла. То Ну, есть. сейчас я... Но тяжи, конечно, есть. Сейчас давно не снимался. Если бы я еще был на пике своей массажной формы, наверное, бы вообще все ярко было. Комфортно? Да? Из 10 баллов сколько? Ну, вот это 5, наверное. Угу. Сейчас мы разогреем. Здесь мы сейчас ваши тяжи расшевелим. Здесь немного будет некомфортно, и надо перетерпеть. Да, тут я бы уже 7 давал. На 8 уже становится. Мы отодвинем давление от межпозвоночных дисков. Немного даем травматизацию мышц. Если вам больно, если вам нужен отдых, как бы вы мне скажите. Ну да, больно, но я терплю. Хорошо. Приятно работать, когда люди терпят. Вся моя карьера массажная — это терпеть.
шея болит, головная боль бывает? Ну, головной боли редко, но ну вот с утра, если да, какой-то поздний спал неудачный, Мгм. то может в голову отдавать. Ну, там чуть помнешь, и нормально становится. Здесь как? Нормально. Мгм. Терпим. Да, ну, терпеть приходится. Это вообще болевая точка такая, я так понимаю, у всех. Здесь триггер у вас. Это как раз таки мышцу тянет, мышцу. То есть образовался мышца, триггер. Соответственно, где-то мышца укоротилась. В принципе, всегда причиной боли, связанной с опорно-двигательным аппаратом, является триггер. В мизинец отдает и Угу. еще в один палец. Терпимо. Да, 8 из 10. ну, где-то 7,5, да. Отлично. А вот это 8, да. Ну, руками здесь будет больнее. Если использовать, то есть приспособление, то есть мы здесь регулируем давление. Здесь уже руками, то есть болезненнее. Поэтому иногда используем приспособление, когда если пациент пришел на первичную процедуру. Поэтому так. Здесь я уже, то есть, могу регулировать. Терпи, держу. Да.
почему? Не у всех они бывают, правда. За мою практику был у меня один раз пациент. Он, наверное, один. Я не нашла ни одного триггера. И у меня настолько были здоровые мышцы, что я не нашла... Я работала жестко, а он воспринимал это как классический массаж. Хотя человек, то есть парень занимается спортом, ходит в качалку, он работает в МЧС. У него, то есть, ежедневная нагрузка, то есть он, ну, они там, то есть снаряжение какое-то носит, то есть форму. И это было для меня крайне удивительно. Я его прям запомнила. Ну, один. Он один был такой. Я сослалась на, может быть, на возраст. Ну, как бы, ну, на вид ему лет, наверное, 20 было. Но не знаю. Поэтому... Все-таки шея у вас больше это от поясницы. Ну, там у меня больше. Это больше от квадратной мышцы, это вот здесь вот. Может, Потому у меня что вот, по вот, состоянию вот, мышц... вот, Здесь, вот ну сейчас здесь, это это. вот По здесь, состоянию вот мышц, здесь. то есть... как бы. Я же еще сам, ну там, поэтому Мгм. более. Ну вот это вот, может быть, и сыграло роль. Потому что... Хотя вот здесь есть. Да. Тут и болит. М? Да, тут и болит. Вот он большой, прям довольно-таки. Терпимо.
Зачастую этот триггер, то есть создает головную боль, шум в ушах, зрение может падать. Сейчас боль меньше? Или такая острая боль? Может поменьше, но больно все равно, то есть там сразу забываешь обо всем. Можно сказать, перезагрузка. Угу. То есть кроме массажа дома вы ничего не делаете? Нет. Ни растяжку, ни прокатывание? Нет. Ну, растяжку, может, так чисто. В баню, прогревание мышц? В баню хожу, да. Раз в неделю где-то на дачу. Потому что я бы вам порекомендовала вот эти остистые мышцы, то есть ежедневно прокатывать, чтобы вас не беспокоило, какой дискомфорт, то есть не выходил там в шею там, или где-то в спине. То есть вам это нужно взять привычку прям вот ежедневную, регулярно, самое главное регулярность. То есть вы своим весом будете продавливать, вам уже фитнес-ролл такой, как бы обычный, он вам не подойдет, потому что вы не поймете. Вам уже нужно более профессиональный. Потому что все равно какие-то слои разбились, они те же есть. То есть их дальше вот прокатывать надо. Потому что все-таки работа ведется, и у вас как бы мышцы, да, есть там триггера. Но здесь вот эти тяжи, то есть прокатывать.
Ну, в общем, более-менее ситуация. Да, это сыграло хорошую роль, то, что вот вы ходите как бы по массажам, то есть это прям сыграло. Еще бы я бы для расслабления мышц посоветовала бы подушку Мейрама. В конце процедуры я вас на нее и положу. Вы поймете, как она хорошо расслабляет. То есть вот эти ежедневные манипуляции, то есть, ну, понятное дело, вы ходите на массаж, но и сами, то есть прокатываетесь, растягиваетесь, как бы будет так быстрее и эффективнее лечение. Ну и, соответственно, самочувствие. Потому что они, вот эти тяжи, вообще их нужно порвать. Потом она через течение 2 недель у вас она восстановится в правильном положении. Но чтобы его это порвать, этот тяж, это очень колоссальная работа. Так как вы ходите на массаже, плюс еще дома, если включите, то есть прокатывание, растяжка, ну и там как бы прогреть можно, как бы. Ну, в принципе, баня, она всем полезна. Вот. То есть там быстрее будет. Отдых нужен? Передохнуть. Да ладно, не надо. Потом попозже, может, Ну, вот мне скажите. возьму тайм-аут. Вот, слышите? Что же Здесь как будто больнее, что ли. больнее? Да. Ну, здесь у вас их больше. Вот они. Ну, вы даже слышите их. Да. Поэтому вот прям. То есть я вам покажу потом в конце процедуры, какой ролл. То есть он будет затрагивать вот эти как раз таки тяжи. То есть вы их будете продавливать, мышцу растягивать.
Это, конечно, да. Аж дыхание перехватывает. Угу. А угол поворота у вас какой? Это что такое? Ну, сколиоз, вот немного искривления. Угол не измеряли? Ну, какой-то, как в поясничном отделе как-то мерили, там, градусов 15 вроде. Угу. Грудной шейный не трогали. Угу. Хотя странно, у меня вроде грудная боль. Да. Вот здесь прям вот, ну, поэтому спрашиваю, какой угол. Поясничный, здесь вот там триггер, здесь вот этот. Ну вот здесь почему другой?
Здесь ничего, никуда, никак. Вроде нормально. Здесь. Ну, больно. Просто вместо, да? Да. Никуда не дает. Здесь надо потерпеть. Не рука не имеет. Такое бывает, что идет боль не менее руки, боль в плечевой сустав. Триггер дает такую симптоматику. Ну, все, наверное, хорош в том месте. Здесь? Да. Мне надо доработать. Меня выносить эту. Нет, если вы хотите, там, минутку, а вы можете отдохнуть. Я вам дам возможность отдохнуть. Но здесь мне нужно доработать мышцу. Что это за мышца? Здесь Да. ромбовидная мышца. Вот она всегда очень болючее место. Вот здесь у вас триггеры. То есть та боль, которая то есть идет отражение, то есть она вам по плечу и до кончиков пальцев, это триггер. То есть точки боли. Он как раз таки и тянет эту мышцу, сковывает. То есть у вас вот здесь вот мышца, она забитая, то есть, ну, как бы зажатая, соответственно, он тянет. Поэтому, когда бывает боль в плече, например, плечевой сустав болит или локтевой сустав, и люди обычно думают, ну, плечо болит, пойду я к костоправу, его вставлю, да, то есть на место. Это ошибка. Это ошибка, да. Но даже если он пойдет, его вставит, ну, обратиться к костоправу, то есть ставит плечевой сустав на место. Но так как вот здесь вот триггер он будет, то есть он со временем будет тянуть и, соответственно, обратно плечевой сустав, то есть будет в неправильном положении. Вот это вот, кстати, вот неправильно. Всегда первая причина начинается с мышц. Нужно лечить мышцы.
костоправом надо идти, когда Контент нужен. когда механическое воздействие, то есть там, ну, плечо вылетело, да, там, или нос там сломан, надо его вставить, то есть вывих там, это надо ставить. Когда все на месте, позвонки, ну, я считаю, как бы это неправильно. Не, ну нос это в травмпункте вообще вставляют же. Ну да. Может быть, это, наверное, надо выразить про костоправа. А то мне сейчас на меня потом костоправ накинутся. Да? Нет. Мы с ними тоже достаточно видео снимали. Да? Да. У каждого свое. Так. Ну, это по шпалам прям. Угу. Звук такой, да? Пояс по шпалам. А это ваши тяжи. Чуть-чуть перетерпите, мне прям нужно отодвинуть. Давление убрать с межпозвоночных дисков.
скользнула рука. Что такое? Сколько мышца такая жесткая, что она выталкивает. Мышца, видно, как продавливаешь, и мышца как запульсировала. Сопротивляется, тяж, то есть дает как триггер. Отлично. Все на месте, все подвижно. Тут тоже маленький такой тяж. Вот тоже видно, то есть мы продавливаем триггер, и здесь вот она мышца пульсирует, растягивается. Все, это последнее, реально, я не хочу больше. Но мы только начали. Нет, Почему? не хочу. Ну, с этой стороны, блин. Здесь не хотите? Все, типа, Хорошо. испотел уже. Но это нормально, здесь идет физическая активность, проработка мышц, то есть тем, которые... Ну, не, может, это делать, может, там чутка травма какая-то, я не знаю. Доделать? Чутка. Чуть-чуть. Не, я говорю, может, там какая-то проблема у меня, или вообще там потянул что-то, и там, ну, больнее вот здесь. Здесь прям. Просто их здесь больше. Здесь они тоже есть, их меньше. А вот здесь, то есть, их больше. Но здесь даже видно, вот, то есть мы прорабатываем здесь как раз-таки, и здесь мышцы показывают, что вот она вот здесь как раз-таки дает стянутости, то есть забитости мышц. Давайте чуть-чуть я проработаю еще. Ну, давайте. Ну, может, хотя процентов на 10 усилий поменьше. Хорошо. Терпим. Не, сюда не надо. Если надо. Я просто брыкнусь. Там тоже прям чувствуется, что... Ну, прям... Вот он, да. Да. Там надо либо больше времени уделять, что ну, постепенно. Ну, таки прям такой плотный такой. Ну да, ну может там надо несколько сеансов, я не знаю. Ну хорошо, переходим дальше тогда. Потому что... Устали. Ну, мне кажется, для нервной системы тоже не очень. Мышцы лечим. Почему в конце процедуры я вас положу на подушку раму, вас расслабит, то есть ваша нервная система успокоится. Вы заснете. Потому что ваши мышцы Ну, да, потом... сейчас устали, то есть, ну, как мы проработаем, они устали, то есть была для них физическая активность.
После физического, после проработки мышц, то есть идет растяжка. Обычно у меня пациенты, то есть если прорабатываешь, и на них кладешь их, они засыпают, и им так хорошо. Ну, Сейчас все, сейчас посмотрим, увидите, с всё, этой рукой почувствуете. какие-то Что с проблемы. Ну, вообще просто сама рука. Что там, что потянул или еще что-то. Поэтому, да, видимо, больнее намного. То есть иногда бывает, вот лежишь, и вот эта рука, ну, как будто напряжена. Такой, блин, как ее положить? Но она у вас напряженная. Да, да, и вот поэтому я говорю, может дольше готовить к таким давлениям. Но мне нужна ваша поясница. Потому что от поясницы тоже плечевой сустав зависит. А куда она взялась? Не было ее. Угу. Вот.
Но здесь у вас, скорее всего, просто вместо головы не идет. Ну, чувствуется, что там что-то такое. Может, какая-то есть забитость или что-то внутри. Триггер вот здесь есть. Здесь он не пропальпируется. Нет его здесь. Мышцы, да? Потому что вот оно здесь вот есть тяж. Вот он маленький такой, тоненький. Вот. Слышно? Угу. Здесь как? Больно, конечно, пока непонятно, насколько будет больно. Ну, всем как бы так вот на максимум. Ну, любому человеку он приходит и так вот. Ну, с вами, почему я здесь по максимуму работаю, то есть с вами была выполнена определенная работа. То есть здесь уже мышцам нам нужно работать по максимуму, потому что, ну, смысла нет здесь растягивать, если что-то, как бы здесь, как бы если уменьшить, то есть это будет, ну, как бы равноценно классическому массажу, ну, то, что как бы поглаживание. Если у вас с вами не было выполнена работа, то есть, да, как бы мы бы постепенно к этому приходили. А так как у была работа, то здесь уже по максимуму.
Тем более вы уже знаете, что такое миопрессур. Я Поэтому, знаю, вот, поэтому по максимуму. Если бы человек не знал миопрессур, где-то что-то, да. Ну как по максимуму? Я сейчас работаю с вами 8 из 10. Ну вот, ну 8 из 10 это Угу. близко к максимуму. Ну То, да. что там 10 из 10 это уже просто никто не будет терпеть даже. Не скажу. Есть у меня один пациент, заболевание коксартроз, спортсмен бывший, очень терпеливый. Он выдерживает 10 из 10. Ну, откуда? Ну, там секунды 5, конечно. И как понять, что это 10 из 10? Это же Ну, субъективно. Ну, может быть, да, по крику, по ощущениям, то есть выдерживает. Ну, согласна. 8 из 10. Ну, очень терпеливый человек. Мне всегда приятно, конечно, работать с людьми, которые терпят, потому что обычно не объяснишь, что если больно ему, соответственно, я же где-то не дожала, то есть пожалела, потому что больно. То есть мы останавливаем процедуру, а человек потом, то есть пациент, то есть задается вопросом, ну а почему у меня снова болит? То есть объясняешь, говорю, ну что надо перетерпеть как бы, либо подождать, чтобы нам к этому подойти. Все хотят быстрого исцеления. Кто терпит, тот, конечно, быстрее все происходит. На процедуре кто потерпит, то да, потому что, чтобы мышцу отпустить.
как мы видим, мы проработали с этой стороны, мышцы расслабились. Прям здесь сейчас проработаем, здесь будем расслаблять. Хорошо. Есть, конечно, в этом чаша здесь, но здесь нужно будет это здесь проработать. Триггер продавить. Квадратные мышцы. Это будет больно. Нужно потерпеть, потому что он у вас таки довольно-таки плотный. Здесь тоже. Плотный такой довольно. Я бы, конечно, еще проработала подвздошно-поясничную мышцу со стороны живота, потому что квадратную мышцу, если здесь вот он триггер есть, то есть со стороны подвздошно-поясничной мышцы надо прорабатывать. Но думаю, на сегодня достаточно боли. Да, это же тоже. Да, живот, слишком потому что долго. очень такой он болезненный. Поэтому. Но здесь прям нужно в связке работать. То есть, если здесь проработаешь, то и там. Ну, живот, он, то есть, такая одна полноценная процедура, то есть живот. Можно сзади здесь. Если мы здесь прорабатываем, здесь и грушевидная мышца. Ну да, это что-то болит.
Рамиль рассказывал, кто-то от него прям вообще убегал, прям вставал. Убегали? Ну, типа того, кто-то уходил. Нет, я... Ну, я всегда... Да, бывает то, что как бы это, ну, объясняешь, как бы Ну, да. люди... Разные пациенты приходят. Для этого у меня есть только... Такая большая палка. Ну, не сказать. Есть, конечно, но больше вот в квадратной мышце более такое уплотненное. Здесь, конечно, да, но это вы сами можете, если прям вот... Да, сам могу. Ну, я имею в виду теннисным мячиком, либо роллом опять. Ну, теннисным мячиком будет, то есть точечно. Потому что, да, как бы, да, но не сказать, что прям такое, что-то такое серьезное. Вот здесь, да, бы, это живот. Воздушно-поясничная мышца. Грушевидная, но не сказать, что прям так критичная. Вот здесь, да. Ну, тоже не сказать. Так, и давайте-ка я вот здесь вот присядете, я с трапецией поработаю. Никуда ничего не отдает. Да, вроде нет. Вот так вот мне здесь не идет. Значит, эти спереди посмотрю. Угу. Здесь. Просто больно. То есть сзади вот по Не, грудному не, не. отделу не идет. Сзади точно ничего не идет. Здесь. Так.
Вот здесь как раз таки трапецию вам нужно прогревать. Либо в баню сходить. Но у вас сейчас такая жара, либо можно полотенце взять, налить стакан кипятка и то есть приложить. Раза 3-4 повторить. Потому что вот здесь есть, да, но не так. А здесь, конечно, мало. Но опять же трапеция видна, она здесь это плечевой сустав. Это здесь. Вот он. Вот эти же. Грудная мышца тоже взаимосвязана, причина здесь. Так, вам нужно вот так сделать, напрячь меня. Угу. Здесь мы передние мышцы шеи проминаем. Тянет. Потому что шея наклонена немного вперед. Соответственно, они здесь тоже напряженные. Кверху идешь, более болезненно. Да? Угу. Здесь потому что уплотнение. Вот оно, уплотнение. Угу. Я пройдусь поверхностно, потому что вы много вытерпели уже сегодня. Достаточно будет боли, чтобы вы домой не пришли, уже просто на сон вас не потянуло. После процедуры зачастую у пациентов тянет на сон, на аппетитная еда, потому что такое ощущение, как будто они активно занимались физическим спортом, либо целый день лопатой махали, то есть физически трудились. Поэтому организм требуется восстановления, то есть это еда и сон. Мышцы через сон восстанавливаются. Сейчас мы им дали стресс, то есть через сон идет восстановление. Конечно, вот здесь с этим лопатками нужно работать, что вот плечи внутрь,
То есть нам надо вот, то есть. Поэтому нужно с квадратной мышцы. Все группы мышц нужно пропинать. Грудное отдел. Поэтому я вам посоветую, чтобы прокатываться на ролле уже таком профессиональном фитнес-ролле. Он вам, ну, вы не поймете. Будет растяжка как. Так это. На подушке Мирама будете лежать, растягиваться? Да, полежим. В общем, очень жесткая процедура. В Астрахани самые жесткие у меня прессурщики в мире вообще. Больше нигде нет таких, я много где был. Просто самые болезненные массажи. И в этом районе почему-то они все сосредоточены в радиусе 1 километра. В общем, ну, терпеть надо сильно. То есть прям терпеть. Очень больно. Потому что, ну, вы знаете, что я, ну, не знаю, пару раз, может, было за 5 лет, чтобы я там сказал «хватит» или еще что-то. Сегодня был один из таких случаев. Ну, сейчас чувствую легкость. Мне даже тяжело говорить. Просто тяжело говорить. Как будто после такой очень жесткой тренировки. Но, видимо, хорошо проработали. Сейчас еще пойдем на подушку какую-то. Спасибо. Благодарю.